Приветствую вас, друзья! Сегодня в ролике будем красить модель танка Т-90 для диорамы с зомби. И первым делом хочу показать, как я делал боковые щитки танка более реалистичными. Танк у меня по задумке видал всякого, и поэтому щитки мятые, а из коробки они идеально ровные, и мне это не нравилось. Сделал я их из пивной банки, предварительно срезал аккуратно все петли и подножки с оригинальных панелей, чтобы перенести их на самодельные. Бревно решил сделать из палочки для суши. Для креплений вырезал полоски из пивной банки и сделал кольца, обогнув бревно. Далее приклеил к корпусу на суперклей. Приклеив панели к корпусу, с помощью суперклея я начал обезжиривать модель спиртом для дальнейшего грунтования. Грунтовал аэрографом, но я еще расскажу вам про этот аэрограф. И вот тут началось, аэрограф начал забиваться и плеваться. Но я не оставлял надежды, что он одумается. В общем, я еще им сделал пришейдинг черным цветом и нанес основной цвет кое-как. Затем задумал сделать камуфляж защитным цветом, и на этом все. Я испортил основной цвет плевками и крупными каплями. Ну, в общем, и я плюнул на этот аэрограф и докрасил кистью. Но, конечно, весь пришейдинг накрылся. Я маленько погоревал, психанул и заказал себе новый аэрограф, вот такой. Я уже обрадовался, но в магазине мне сказали, что это аэрограф только для краски и никаких лаков и грунтов.
Капец, а у меня как раз на очереди лак. В общем, я достал опять джаз, почистил его как только можно, извинился перед ним, что нагрубил ему, и он опять не заработал так, как положено. В общем, я все равно каким-то образом уговорил его и нанес таки лак. Но нервов он потратил изрядно. Дальше, когда лак подсох, начал делать черную смывку, она у меня от зип-макета. Излишки оттирал ватными палочками, салфеткой и просто кистью, смоченной в White Spirit. Дальше сделал карандашом металлические блики на выступающих гранях. Сколы сделал тонкой кистью, краской темно-серого цвета. Дальше пигмент темный песок, накатки, гусеницы. Закрепил все фиксатором пигмента от того же zip-макета.
много пигмента на корпус для эффекта пыли и неоднородности цвета. Черный пигмент для эффекта выхлопных газов и на моторной части, на решетках. В общем, вот такой танк получился. Следующий ролик уже будет по созданию основы для диорамы, раскраски фигур бойцов и зомби. Всем пока, до новых встреч!